Длина ледяной горки 20 метров, а высота 4 метра. Какую надо совершить работу, чтобы на эту гору поднять сани массой 15 килограмм? Какая сила потребуется для подъема саней? Если ледяная горка, известна высота равно 4 метра, длина ледяной горки 20 метров. И нужно на эту горку поднять сани. Масса саней 15 килограмм. Сани, установленные на горке, имеют собственный вес, который направлен вертикально вниз. Будем говорить о том, что горка имеет угол альфа, который можно определить как синус альфа, это h деленное на l, ну и так далее. Можно посчитать и эту сторону самой ледяной горки. Сила, вес самых саней можно жить на две составляющие. Одна составляющая будет давить на ледяную горку, обозначим ее n. А вторая составляющая будет пытаться сдвинуть эти сани вниз, обозначим f, ну по s, например. Можно сказать, это что вес самих саней будет mg. Угол между вектором веса саней и вектором, который разложен на давление на горку, будет альфа. Эта составляющая давления, она будет компенсирована реакцией самой горки, которая не даст возможности саням сдвинуться вниз. Согласно третьего закона Ньютона будет равна вот этому значению. Сани будут оставаться на горке. Сила F пытаться будет сдвинуть сани вниз. Для того, чтобы они поднимались вверх, необходимо прикладывать силу, которая будет либо равна, либо немножко больше, чем вот эта составляющая, которую можно определить через P на синус альфа. Если мы поднимаем сани на вот эту высоту, это будет 0 значение, это будет значение, максимальное значение. Мы знаем о том, что L равно 20 метров по условию задачи 4 метра. Сани в этом положении, когда высота равна нулю, имеют определенную энергию. Если мы поднимаем сани на эту высоту, они, естественно, изменится энергия. Какая здесь изменится энергия? Потенциальная. Потенциальная равно mgh. Таким образом, знание о том, что разница между энергией, которая находится внизу, и которая будет находиться вверху, можно определить, какую работу нужно затратить или энергию для того, чтобы поднять сани на вот эту высоту. Это если мы просто поднимали вот с этой точки в эту точку поднимали. Но реально мы это не поднимаем, а двигаем эти сани по вот этому направляющему. В принципе, это будет то же самое, потому что работа, которую мы выполним на движение саней вверх, будет равна работе, которая потенциальная энергия, то одинаково изменяется. Вот в этой точке она будет то же самое, что мы так посчитаем, либо посчитаем таким образом. Итак, можно посчитать потенциальную энергию сразу. Давайте определим сюда. Данные все есть, но насколько она меняется. Итак, будет 15 килограмм помножится на g на 9,8 метров за секунду в квадрате. 4 умножить на 4 метра. Мы получаем 588 джоулей. Новая величина, которая введена для того, чтобы считать работу и энергию. 1 джоуль, напишем сразу, равен 1 ньютон умножить на 1 метр. Получается килограмм на метр на секунду в квадрате и умножить на метр. Вот это вот значение килограмм на метр на секунду в квадрате, это у нас есть ньютоны. Умножим на метр, мы получаем вот такое значение. 588 джоулей. Вот такую работу нужно совершить для того, чтобы изменить потенциальную энергию с этой точки на вот эту точку. Теперь давайте посчитаем, с какой силой необходимо вдоль ледяной горки двигать эти сани в эту сторону. В всяком случае, сила, с которой мы будем действовать в этом направлении, для равномерного движения вверх, это сила, которую мы будем использовать, равна по модулю такие же силы, единственное, что противоположно по направлению. Так, посчитаем, чему равно Fs. Будет равно из этого треугольничка на синус альфа. Я тут специально указал, что этот угол альфа равен вот этому значению. Для этого можно посмотреть вот такой файл 003-020, в котором детально рассказано с точки зрения геометрии, почему вот эти углы должны быть одинаковые. Что такое P на синус альфа? Синус альфа в данном случае чему равен? Это противоположный катет гипотенузе. Итак, запишем, это будет mg. Синус альфа это будет h делить на l. Итак, подставляем эти значения, получаем mg, это 15 килограмм, умножить на 9,8 метров на секунду в квадрате и умножить на дробь 4 метра делить на 20 метров. Сократим метры, получаем, что килограммы на метр на секунду в квадрате получили ньютоны. Реально получаем 15 на 9,8 и разделить на 5. Ньютонов 15 умножить на 9,8, уже будем писать ньютонов, и разделить 4,20 можно сократить и разделить на 5. Это будет равно 3 умножить на 9,8 ньютонов. Это будет 29,4 ньютона. Почему мы сразу определили о том, что для того, чтобы поднять эти сани на эту высоту, можно использовать значение потенциальной энергии, выражение. Таким же точным образом сказать можно, что мы совершили работу. Какую работу? Вот сила, которая противодействует силе Fs, она поднимает вдоль этой длины сани. Сила действует на протяжении расстояния L. Посмотрим другой случай. Работу, которую мы должны выполнить. Мы должны модуль этой силы, обозначим это сила F, должны силу F умножить на расстояние, которое действует эта сила. Поскольку она действует вдоль расстояния, поэтому
поэтому тут углы не надо никакие указывать, косинусы, синусы. Ну, а f у нас равно fs. Так можно записать, что fs умножить на значение. fs это что? Это получается p на синус а. Пишем. Вместо вот этого значения подставляем p умножить на синус альфа. И умножить, естественно, на f. Вот работа, которую мы выполняем вдоль этого склона. Ну, распишем тут, что такое синус альфа и что такое p. mg. Синус альфа это что у нас? Это и умножить на f. Что мы получаем? L сократится, получается mgh. Посмотрите, вот это mgh и вот это mgh, ну, совершенно одинаковые значения. Поэтому, что мы так изменили потенциальную энергию? Мы просто посчитали, какая будет работа выполнена здесь. Когда мы будем двигать этой силой сани вверх, она будет одинаковая. Выполненная работа вдоль склона ледяной горки будет равна изменению потенциальной энергии. Можно сказать о том, что А будет равно изменению потенциальной энергии или равно 588 джоулей. Сила, которой мы должны действовать, вот равна 29,4 ньютона. Здесь коэффициент трения никакой не указан, поэтому считаем, что он равен нулю, поэтому просто записывается работа вот в таком виде.